Друзья, приветствую вас! Дневной обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят и какие движения по основным активам, доллару, рублю, евро, золоту, серебру, нефти можно ожидать сегодня в течение торговой сессии. Так, ну по Америке здесь особо ничего такого интересного я не усматриваю на текущий момент. Единственное, тут по фунту может быть очень существенная волатильность, но это Великобритания. А вот российская повестка очень-очень интригующая, не в самом лучшем значении этого слова. Во-первых, вот решение арбитража по поводу передачи башкирской содовой компании государству. Там, если не ошибаюсь, была какая-то не очень приятная история, связанная с тем, что компания хотела добывать соду из горы, которая находится в Башкирии, а эта гора, она представляла и представляет, видимо, интерес с точки зрения исторической ценности, ну и вообще для населения. На фоне этого там возник конфликт, и вот по факту разрешения этого конфликта государство приняло решение, арбитраж государственный принял решение в части передачи компании государству. Вот подобная практика, она, в общем-то, может быть применена к любой компании, которая, ну, по сути, она занимается добычей ресурсов и допускает какие-то огрехи серьезные. Вот. Возможно, в результате такого решения арбитража Норильский никель проявит большую лояльность в экологических вопросах, да и другие компании тоже, поскольку у нас большая часть компаний крупных, они занимаются добычей ресурсов. Вот. И такое решение арбитража, оно, в общем-то, создает прецедент, когда осуществляется изъятие в результате тех или иных действий компании. Так, далее следующий момент. Суд Нидерландов отклонил ходатайство России по искам экс-акционеров ЮКОСа. Так, но здесь сумма была 57 миллиардов долларов уже набежала. Вот. Здесь на самом деле момент это очень неприятный, потому что если все инстанции будут исполнены и решение вступит в законную силу, то тогда имущество Российской Федерации, которое находится в западных странах, может быть арестовано, и в счет этого имущества осуществлено возмещение. Там передача имущества или продажи торгов и передача денежных средств. Но смысл такой, что получается страна, она может очень крупно попасть в неприятную ситуацию. Соответственно, вот это решение, оно может оказаться крайне негативным в 2021 году для нашей экономики и для курса рубля. Потому что помимо этого решения, там еще идет другой процесс, связанный с малазийским Боингом. Если и там будет принято решение, которое обвинит граждан России или даже само государство, то тогда здесь возможен негативный синергетический эффект этих двух решений. А на фоне того, что у власти находится Байден, это чревато, определенными действиями на фоне этих решений. Потому как надо помнить, что когда Байдена избирали и была предвыборная гонка накануне выборов, ему задали вопрос репортеры: как вы видите внешнюю ситуацию вокруг Соединенных Штатов? Он ответил, что главный экономический конкурент Соединенных Штатов это Китай, и нужно что-то с этим делать. А главный политический оппонент это Российская Федерация. Вот. И поэтому с учетом таких решений судов, которые уже на подходе, и с такой политикой нового американского президента, здесь, что называется, может возникнуть резонанс, и все эти события, они сольются и друг друга усилят. Так, друзья, давайте еще календарь глянем. Объем производственных заказов в Германии отличные показал данные. Индекс деловой активности в секторе строительства тоже хорошие данные, хотя меньше 50% это не есть хорошо. Так, но американская статистика пока не вышла. Так, давайте посмотрим график S&P 500, SFD на фьючерс. Что здесь интересного? Ну смотрите, вот у нас вчера был максимум. Сейчас идет движение с целью потестить этот максимум и возможно его пробить. Такое в принципе вполне может произойти, но с учетом того, что выходит важная статистика, и с учетом того факта, что сегодня пятница, а в конце недели обычно фиксирует прибыль, я все-таки склоняюсь к тому, что отсюда, наверное, будет либо от текущего значения, либо от этого значения произойдет коррекционный откат, ну хотя бы вот куда-то сюда, в этот диапазон. Если пойдет движение ниже,
и будет пробито 3650-3640, то тогда, соответственно, мы уже улетаем в район 3620, вот сюда вот. Вот. Конечно, есть вариант, что здесь будет пробой и уход в космос, но рынок уже, мне кажется, настолько на излете, что какое-то коррекционное движение вниз, оно просто необходимо. Так, далее VIX, 4-часовой таймфрейм. Ну, по VIX здесь боковик. Но вот эта формация, которая возникла ранее, она достаточно, с моей точки зрения, тревожная. Она указывает на то, что возможно дальнейшее движение вверх. Вот. Ну, есть, конечно, вариант, что сейчас пойдет новое тестирование 19,5-20 и потом возникнет пробой и уход вниз. Но с учетом того, какое здесь идет движение, наверное, я думаю, маловероятно такое развитие событий. Так, далее DAX, немецкий индекс. Сегодня он открылся с гэпом вниз, но сейчас он пытается выровняться и остаться вот в этой проторговочке, которая идет от 13170 до 13380. Ну, наверное, где-то здесь, вот в этой проторговке он сегодня и останется. Так, друзья, далее нефть Brent, 4-часовой таймфрейм. Но здесь у нас разворотная формация. Это разворотная формация. Сейчас она в 3 часа закроется по Москве. Если закрытие будет ниже, чем 49,2, то весьма вероятно, что эта разворотная формация сработает, и мы сегодня увидим коррекционный откат на 48,3. Вот сюда вот. Если такого движения не произойдет, то вполне возможно, что мы останемся торговаться вот здесь выше 49,2. И, соответственно, где-то вот в этом диапазоне торговая сессия недельная и закроется. Вот. Но на текущий момент нету никаких оснований для пробоя 50 и ухода наверх. Возможно, там чуть попозже, когда Америка откроется, такие основания появятся. Но я вот все-таки больше склоняюсь к тому, что, наверное, это движение, оно в ближайший час может получить развитие, и 49,3, 49,2 будет пробито, и пойдет движение на 48,2, 48,3. Так, ну а если вот рассматривать часовик, то здесь вот эта просадка, которая была, ее уже начинают откупать. И наиболее вероятный сценарий, что у нас на текущем движении 49,3 вот этот вот падеж остановится, и по факту проторговочки мы либо пойдем к верхней границе, либо, возможно, будет сегодня еще коротенький задерг и движение на 50. Но я все-таки склоняюсь к мысли, что мы сегодня закроемся где-то в диапазоне от 49 до 49,6, вот здесь вот. По крайней мере, если не будет никаких неожидаемых результатов по американской статистике в 16:30. Если они будут, то, скорее всего, тогда попытаются, наверное, куда-то вниз увести. Вот. Но с учетом вот этого роста и решения ОПЕК+, вероятность того, что сегодня будет движение ниже 48, она не очень большая. Она есть, но она не очень большая. Ну и то, что конец недели, здесь маловероятно, что будет движение на 50, пробой закрепления, потому что уже просто к концу недели все выдыхается. Так, друзья, далее серебро. Ну, по серебру идет поджатие к 24,45. Судя по всему, сейчас в ближайшее время произойдет пробитие, и, возможно, мы получим движение на 25. Данный сценарий по такому росту он будет аннулирован, если произойдет откат и пробитие диапазона 24-23,8. Вот здесь вот он заканчивается, этот диапазон. Если этот диапазон не пробивается, все вот эти откаты, которые здесь возникают, они будут приводить до набора позиций и, скорее всего, дальнейшему росту на 25. Далее евро-доллар. Вот сейчас в ближайшее время, если закрепление выше 1,2160 происходит, то мы можем на 1,22, 1,225 тысячных сегодня уже сходить. Вот если здесь будет пробой 1,2150, то пойдет откат, и цель этого отката будет 1,2130, вот сюда вот. Так, далее золото. У золота сейчас это часовой таймфрейм. Вопрос с поддержкой 1841-1840. Если вот этот диапазон сейчас не пробивается, то у нас отсюда формируется импульс, цель его пробить 1848,5 и отработать 1854 для начала. Если сейчас вот этот диапазон пробьем,
то у нас отсюда разовьется импульс движения сначала 1835 и потом потестить вот этот уровень 1830. В случае пробития этого диапазона отсюда пойдет коррекционный откат на 1815. Вот. Пока все упирается в преодоление вот этого барьера. Если он будет не преодолен, у нас сейчас пойдет отсюда импульс движения на пробой 1848 и движение на 1854. Так, далее рубль-доллар. Но смотрите, здесь ситуация очень простая. USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Сейчас нефть в дрейфе. Ну, вероятность того, что она будет расти, есть, но она не очень большая. Поэтому сейчас достаточно, с моей точки зрения, благоприятная ситуация для того, чтобы отсюда произошло движение на сначала 74.55, 74.6, вот сюда вот. Далее, если пробой будет, то следующая цель движения находится на 75.22, вот сюда вот. Но если все-таки вот этот зародившийся рост не приведет к движению на 74.5, 74.55, то в случае пробоя 74.17 у нас вот есть цель прекрасная 73.85. Ее отрабатывать тогда и пойдем. Но для этого необходимо движение в нефти 50+. Вот. Поскольку такой сценарий мне видится маловероятным, то скорее всего как минимум небольшой отскок по рубль-доллар сегодня, наверное, будет. Далее евро-рубль, tomorrow, часовой таймфрейм также. Здесь ситуация, она аналогичная, но только здесь, я так думаю, в большей степени мы подошли к точке разрешения. Потому что вот этот уровень 90,5, либо сейчас будет движение на его пробой, и здесь закрепление, либо выход объема. Если такое происходит, мы очень быстро пойдем на 90,75, а возможно и выше. Вот. Но если такого сейчас в ближайшее время не произойдет, мы не пробьем вот этот диапазон, то у нас отсюда возникнет коррекционный откат, и цель этого отката будет 90,2. Так, друзья, далее фьючерс РТС. Здесь у нас на открытии сработал сценарий, который привел к отработке 135 500. Вот, соответственно, текущая формация, она указывает на то, что здесь, если сейчас возникнет откат и пробитие 134 тысячи, ну даже 134 200, если быть точным, то мы отсюда возвращаемся, и цель отката будет 133 тысячи, а может быть даже и 132. Вот. Возможно движение наверх, пробой 135 700 и уход, уже следующая цель движения будет 137 750. Вот. Но я думаю, такой сценарий на сегодня маловероятен. Здесь напрашивается пробой нижней границы и уход, ну, хотя бы вот сюда на 133, а в идеале на 132. Движение наверх возможно в том случае, если нефть покажет чудеса акробатики и уйдет 50 плюс сегодня. Так, друзья, далее Сбербанк. Но смотрите, по Сбербанку никакой корректировки не произошло. Сразу двинулись наверх, потому что вот эта цель 273,5. До нее идти совсем немного. И наиболее вероятно, что пока ее не отработают, никакого серьезного отката не будет. Вот когда она будет взята, тогда вполне возможно отсюда развитие коррекционного отката. На текущий момент вот эта ситуация, она скорее всего стабилизируется. Но если будет 266 при откате назад пробито, то мы скорее всего вернемся на 261,5 вот сюда вот. Так, далее Норильский никель. Ну никак не можем исторический хай нарисовать, его добить или там отскочить от него. Пошли такие вот хвостатые конструкции. Но на самом деле здесь ничего страшного нету, потому как 22 500, 22 400, пока вот этот диапазон не взят, все вот эти движения это не более чем консолидации для наращивания позиций. Все, друзья, спасибо.